Всем привет! Сегодня разберем вопрос, может ли кангал убить тигра, льва или ягуара, как говорят или верят фанаты кангала. К сожалению, для наших собачьих друзей кошки лучше приспособлены для борьбы. У них невероятно сильные передние лапы, которые они могут использовать, чтобы повалить свою добычу на землю. У них гораздо более острые когти, огромные клыки. Честно говоря, они по всем параметрам просто лучшие бойцы. Но давайте все равно представим эти бои и посмотрим, как они будут развиваться. Я выбрал кангала по нескольким причинам. Эти собаки были специально выведены для защиты домашнего скота от хищников, создавая впечатление, что они превосходят в этом большинство других собак. Кангал – порода с самой мощной челюстью в мире среди собак. Сила их укуса составляет 52 атмосферы. Для сравнения, у питбуля всего лишь 18 атмосфер. Взрослые самцы могут весить до 90 килограммов, что довольно много для собаки. Некоторые виды мастифов могут весить немного больше, например, английские мастифы могут превышать 115 килограммов, но я уверен, что сухие мышцы кангала важнее веса мастифа. Теперь давайте посмотрим на его первого противника. Мы начнем с его самого сложного испытания – тигров. Я буду говорить об амурских тиграх. Это самая сильная, большая кошка, которая в настоящее время бродит по нашей земле. В среднем они весят около 250 килограммов, а зачастую превосходят и 300 килограммов. Пожалуй, наш кангал сразу же облажался, если честно. Даже если сравнить силы укуса, напомню, у кангала 52 атмосферы, и это чемпион среди собак. Он все равно не приближается к силе укуса тигра, который может укусить силой 68 атмосфер. И учитывая мощь тигра, понятно, почему он может завалить взрослого буйвола, гаура, корову, а иногда и медведя, носорога и даже слона. Я думаю, что очевидно, почему кангал не справится с тигром. Кангал просто недостаточно большой, мощный, быстрый и проворный. Тигр легко схватит его, прижмет и закончит поединок. Далее у нас идет лев. К сожалению, похожая история ждет кангала и со львом. Львы просто слишком сильны для любой собаки на земле. Учитывая впечатляющий вес 200 килограммов, они довольно быстро сокрушат кангала. Однако у нашей собаки есть одно преимущество, которого у нее не было с тигром – это сила укуса. У львов сила укуса составляет всего лишь 47 атмосфер, что удивительно мало для такой большой кошки. Как я уже говорил, у кангала 52 атмосферы. Однако шея льва защищена броней из шерсти, поэтому кангалу все равно не удастся воспользоваться своим преимуществом и нанести смертельную рану льву. Опять-таки, у кангала против льва нет шансов. И, наконец, ягуар. Да, та самая кошка, которая охотится на кайманов. Это небольшие аллигаторы. Из больших кошек, которых мы сегодня перечислили, ягуар самый легкий. Самец ягуара весит в среднем около 100 килограммов. Тем не менее, ягуар – безумно мощное животное. У него самый сильный укус среди всех больших кошек – 88 атмосфер. Своими нереальными челюстями ягуар и черепашьи панцири щелкает как орешки, и даже с броней крокодилов справляется в легкую. Тем не менее, ягуар может быть лучшим выбором для наших кангалов, чтобы не быть побежденным. Он определенно не выиграет, но, по крайней мере, может не проиграть. Как и другие большие кошки, ягуары имеют чрезвычайно мощные передние лапы, которые он будет использовать, чтобы удерживать кангала. И с силой укуса, достаточно мощной, чтобы прокусить череп слона, у него определенно будет преимущество перед нашей собачкой. Единственная надежда кангала состоит в том, чтобы убедить ягуара, что он бесстрашный и борется до конца. Если так, то ягуар просто не станет связываться с кангалом и пойдет искать другую, более легкую добычу. Честно говоря, это может случиться с любой большой кошкой. Львы, тигры и ягуары предпочитают легкое убийство, а не опасную борьбу за свою пищу. Поэтому есть шанс, что когда они увидят кангала, который готов бесстрашно дать отпор, они могут просто уйти за кем-то другим. Но, короче говоря, ни одна собака на земле не имеет шансов выйти победителем в бою против любой из этих больших кошек.
Надеюсь, фанаты кангалов будут трезво смотреть на их способности, а не кричать в комментариях свои фантазии. Спасибо за просмотр, до скорой встречи!